Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня вас ждет длинное видео, в котором я покажу, как можно сделать очень красивые елочные игрушки из яичных лотков и расскажу о технике глиняной шпатлевки. Игрушки в этой технике получаются очень легкими, но при этом прочными. То есть их смело можно вешать на елку и не бояться, что их разобьют дети или домашние животные. Выглядят такие изделия, как керамические игрушки, и на ощупь также на них очень похожи. Заинтересовало? Тогда давайте приступим к работе. В первую очередь нужно распечатать и вырезать выкройки будущих игрушек. Файл вы найдете в описании под этим видео. Также нам понадобятся яичные лотки, точнее только крышки от них. Кстати, на моем канале есть несколько видео с мастер-классами о том, что можно сделать из нижних частей лотков для яиц. И если вы вдруг еще не видели эти видео, обязательно посмотрите. Ссылки на них вы найдете в подсказке и в описании под этим видео. Итак, отрезаем крышки и убираем этикетки. Крышек нам понадобится по 2 штуки на одну игрушку, ну или на 2, если они небольшие. Надрезаем крышки по углам и расправляем их. Так будет удобнее работать. Лотки можно брать абсолютно любого цвета, и надписи на упаковке нам совершенно не помешают. Берем шаблон игрушки и переводим его на картон. Сначала одной стороной, а потом другой. То есть у вас должны получиться 2 зеркально отраженные фигурки. Если на лотке осталось место еще для одной игрушки, то, естественно, смело его используем. И вырезаем все переведенные детали. Удобнее делать сразу несколько игрушек, поэтому советую запастись лотками заранее. Из веревочки делаем подвесы для игрушек, и я для этих целей использую вощеный шнур диаметром 1 мм. Теперь соединяем 2 заготовки вместе и сшиваем их на машинке или вручную. Мне, как видите, удобнее и привычнее это делать вручную. Обратите внимание, что я располагаю картонные заготовки внутренней частью лотка наружу. Эта часть, во-первых, более фактурная, а во-вторых, лучше впитывает глиняную смесь, которую мы будем наносить в дальнейшем. И не забудьте вставить петельку для подвеса. Прежде чем сшивать детали, решите, где у вас будет место набивания игрушки. Лучше, если это будет ровная часть, без углублений и выступов, так как там будет меньше шанс порвать изделие. Например, котиков удобнее набивать с бочков, домики-грибочки через нижнюю часть, а вот звездочки набивать нужно очень аккуратно через любой лучик, так как других вариантов все равно нет. Я набиваю игрушки синтепухом, но подойдет и холофайбер, и вата, и даже бумажные салфетки. Сшиваем игрушку до места набивки, аккуратно наполняем ее синтепухом или другим наполнителем и сшиваем игрушку до конца. Если игрушка все равно порвалась, не расстраивайтесь, с помощью глиняной смеси мы сможем исправить ситуацию в дальнейшем. Теперь займемся непосредственно самой глиняной шпатлевкой. Нам понадобится любая отвердевающая на воздухе глина или масса для липки. Мне больше всего для этих целей понравилась глина для моделирования Sculpt Dry от Mangio, но повторюсь, подойдет любая. У меня глина почти полностью засохла, но это не важно, просто понадобится чуть больше времени на растворение. Помещаем кусочек в глубокую тарелку и заливаем его обычной водой, так, чтобы кусочек оказался полностью под водой. И оставляем его на сутки или даже 2.
Если глина свежая и мягкая, то понадобится примерно сутки на размягчение. Если засохшая, как у меня, то времени уйдет побольше. То есть смесь лучше готовить заранее, до того, как вы начнете сшивать игрушки. Спустя время пробуем размешать глину. Если внутри она осталась твердой, то нужно оставить смесь еще на какое-то время. Если смесь получилась очень жидкой, то ее также нужно оставить на некоторое время, чтобы либо лишняя жидкость испарилась, либо масса отстоялась и вы смогли бы слить лишнюю воду. В идеале смесь должна получиться как густая сметана. Но учтите, что по мере работы смесь будет густеть, и если с ней станет сложно работать, просто добавьте в нее немного воды и снова как следует размешайте. Сначала покрываем игрушку смесью с одной стороны и оставляем сохнуть примерно на полчаса-час. Можно положить игрушку на батарею, это немного ускорит процесс. Потом покрываем игрушку смесью с другой стороны и опять оставляем сохнуть. Все слои после первого будут сохнуть намного быстрее, примерно минут 10-15. Дальше наносим еще один слой с одной стороны, а потом с другой. По желанию можно нанести и третий слой, но я обычно наношу два. Теперь берем наждачную бумагу или наждачную губку или пилочку для ногтей и шлифуем игрушку со всех сторон. Не пытайтесь сделать игрушку идеально гладкой, это не получится, да и не нужно. Сейчас просто убираем все бугорки и наплывы. И снова покрываем игрушку глиняной смесью в 2 слоя с каждой стороны. Опережая вопросы, отвечу. Вы можете попробовать заменить глиняную смесь шпатлевкой по дереву, разведенной ПВА. Это будет, конечно, не стопроцентное совпадение, но, наверное, самое близкое из того, чем можно заменить. Но лучше все-таки использовать именно глину для моделирования, отвердевающую на воздухе. Снова шкурим. Кстати, я использую наждачную бумагу с зернистостью К120, но можно взять и менее зернистую бумагу или губку. Если вы хотите получить идеально ровную игрушку, то вам придется еще пару раз повторить весь процесс. Но на мой взгляд уже сейчас игрушка готова к грунтовке и к росписи, и конечный результат меня более чем устраивает. Берем белый акриловый грунт и покрываем им все заготовки в 1-2 слоя с двух сторон.
Начнем с самой простой игрушки – звездочки. Все настроение ей задают ее огромные небесно-голубые глаза, поэтому постарайтесь их сделать добрыми и веселыми. Я сначала прорисовываю все детали простым карандашом и только после этого перехожу к росписи. Но если вы умеете сразу рисовать на одном уровне глаза и сможете сразу красками нарисовать все детали, то смело пропускайте этот этап. Теперь можно переходить к росписи. Раскрашиваю я, как и всегда, акриловыми красками, а в завершении покрываю все игрушки глянцевым или матовым акриловым лаком. Сначала раскрашиваем звезду в желтый цвет. Белой краской раскрашиваем глаза. Голубой краской рисуем радужку. Белой краской немного высветляем радужку от центра к краю. Черной краской рисуем зрачки. Дальше коричневой краской прорисовываем все контуры. И именно коричневый, а не черный, если вы хотите, чтобы ваша игрушка не выглядела как детская раскраска. Бледно-розовой краской рисуем слизняки и чуть-чуть подкрашиваем губки. Белой краской рисуем блики на радужке и блики в зрачках. Черной краской добавляем глубины и объема глазам, прорисовывая веко над радужкой. Подкрашиваем уголки губ и рисуем реснички. Темно-синей краской добавляем глубины взгляду, подкрашивая радужку под верхним веком. Теперь спонжем проходимся по торцу игрушки сначала желтой краской, а потом светло-коричневой. Это придаст игрушке немного состаренный вид и опять-таки добавит объема. Теперь займемся зайчиками. Также сначала карандашом делаю набросок на игрушки и только после этого перехожу к росписи.
Сначала раскрашиваю зайца белой краской. Оранжевой краской раскрашиваю морковку. Голубой краской раскрашиваю глазки. Черной рисую зрачки. Красной краской раскрашиваю носик. Розовой немного его высветляю. Также розовой краской раскрашиваю внутреннюю часть ушек. Белой краской рисую блики на глазах и на носике. Коричневой краской прорисовываю все контуры. Разведенной водой коричневой краской добавляю тени. Краской цвета слоновой кости сглаживаю все переходы коричневого цвета в белый. Красной краской раскрашиваю язычок. Салатовой и зеленой краской рисую ботву морковки. Темно-синей краской делаю взгляд глубже. И черной краской добавляю акцентов. Не забывайте раскрашивать игрушки и с задней стороны. Проходимся по торцам спонжем светло-коричневой краской, а затем и темно-коричневой. Остальные игрушки я раскрашиваю по такому же принципу, как и зайчиков со звездами, поэтому их роспись я озвучивать не буду. Но если у вас возникнут какие-либо вопросы, то смело задавайте их в комментариях, и я обязательно вам всем отвечу.
Дополнительно все игрушки можно украсить каким-то мелким декором, добавить точечную роспись или добавить золото и серебра. Все это уже на ваше усмотрение. Мои игрушки еще не покрыты акриловым лаком, чтобы они не сильно бликовали на видео, но я обязательно это сделаю. Лак нужно использовать акриловый, а матовый или глянцевый – это уже на ваш вкус. Такими игрушками можно украсить елку. Можно дополнить ими новогодний подарок. Это могут быть подвески для декора дома или на зеркало автомобиля. Как видите, делать такие украшения несложно, а сами изделия получаются очень красивыми и уютными. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы, чтобы я разыграла набор таких игрушек в одном из следующих видео. Очень надеюсь, что вам понравились все сегодняшние игрушки, и моя техника глиняной шпатлевки вам пригодится. И если это так, не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Ну а на сегодня это все. Я желаю вам всем волшебного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.